Почему все думают, что тебе 49, а тебе всего 38? Обидно и страшно, да? А что будет дальше? Вот правда, что будет дальше? Как часто другие люди дают вам возраст старше, чем вы есть? Почему все время приходится оправдываться, прятать взгляд и объяснять, что это не так? Я надеюсь, вы прекрасно понимаете, что возраст идет не из паспорта, не от цифр в паспорте, что изменения на лице, которые катастрофически старят ваш внешний вид, они не очень-то коррелируют с возрастом. Ну, как бы в большинстве случаев совсем с ним не коррелируют. И я, Лизавета Царькова-Голофаст, тренер по гимнастике для лица и практикующий физиогномист, сегодня хочу не просто показать вам факторы, которые явно влияют на изменения на вашем лице в худшую сторону, да, не в вашу пользу, но и как физиогномист объясню причины, откуда все это идет. Интересно? Смотрим дальше. А также вас ждут вполне конкретные практические упражнения, с помощью которых вам легко, не быстро, но легко можно вернуть свежий вид вашего лица. Техники естественного омоложения. Как всегда, по средам на моем канале. Подпишитесь и поделитесь в обязательном порядке с вашими подругами. Ну, конечно, если вы хотите, чтобы они тоже выглядели либо на свои годы, а еще лучше моложе своих лет, вместе с вами. Итак, поехали. Давайте отставим печали, в конце концов, какие-то неприятные вещи, которые делают ваше лицо старше. Визуально это не приговор. Поэтому, конечно же, есть вполне конкретное средство. Сегодня мы с вами рассмотрим проблемы с лицом, например, такие как морщины лба, такие как опущенные внешние углы глаз, такие как носогубки, которые сразу же бросаются в глаза, всегда, всегда и везде. Также втянутые губы и гусиную шею. Вообще тяжелая тема гусиной шеи. Упражнения на гусиную шею вы можете найти вот здесь. Вот у меня есть отдельное видео, попрактикуйте его, пожалуйста. А сегодня мы поговорим немножечко о другом. Поехали! Сейчас я вам покажу, как можно легко и быстро с этим всем справиться. Ладно, неправда, не быстро. Итак, морщины лба. Кроме всех прочих, существуют две достаточно сложно выводимые морщины лба. Морщина Солнца, морщина Венеры, название условное. Одна, получается, находится над основанием правой брови, вторая над основанием левой брови формируется. Вот у меня их нет, потому что у меня есть для этого причины. Вот, и это нет, это не уколы красоты, это стиль жизни. Смотрите, вот эти две морщины, которые сразу выдают, что что-то с вами не так. Я как физиогномист, который читает лица и составляет психологические портреты личности, да, и которая пришла в физиогномику искать конкретно причины появления изменений на лице, скажу вам так. Эти два залома формируются в том случае, если вам необходимо усилить работу либо левого, либо правого полушария. Это изучите, пожалуйста, отдельно. Сейчас мы очень коротко коснемся этих факторов. То есть, когда вам надо усилить себя в творчестве, а ваших способностей не хватает, либо ваша творческая половина не включилась, вы начинаете напрягать левое полушарие, и над правой бровью появляется морщина. Либо когда вам надо включить рацио, когда вам надо включить просчеты, когда вам надо включить алгоритмы, математику, и не хватает собственных ресурсов, у вас формируется морщина над левой бровью. Смотрите, что мы сейчас с ними сделаем. Очень все просто. Это упражнение вы вообще можете делать просто по утрам и по вечерам. Берете пальцы рук, ставите вот так. Обратите внимание, параллельно друг другу, вот так вот, но подушечки, все подушечки должны находиться на лбу. Делайте вдох. Прижимайте пальцы максимально сильно. Делайте вдох. И на выдохе на счет 5 растаскиваете пальцы. 1, 2, 3, 4, 5 в разные стороны. Отпустили. Еще раз. Поставили. Вот так вот. Вдох. И растаскивайте в разные стороны. 1, 2, 3, 4, 5. Отпустили. Делать нужно 5-6 подходов. 1, максимум 2 раза в день. Утром и вечером. Делаем упражнения только на выдохе. Это понятно? Далее. Опущенные углы глаз.
Смотрите, с точки зрения физиогномики, углы глаз у нас опускаются вследствие того, что мы пережили опыт обесценивания, либо мы пережили очень тяжелый опыт с большим количеством проблем, либо на работе, либо в семейной жизни. Если мы проживали на работе, значит у нас опустится правый угол глаза. Если у нас в личной жизни нас обесценивали, либо это была жизнь в абьюзивных отношениях, где вас просто каждый день сравнивали, извините, с плинтусом, и, конечно, у вас очень сильно упала самооценка, у вас опустится уголок левого глаза. Но смотрите, какой здесь есть нюанс, и вы обязательно должны знать о нем. Этот нюанс называется то, что даже если вы вышли из этих состояний, даже если вы себя сбалансировали, подтянули свою самооценку, понимаете, о чем я сейчас? У вас эти маркеры все равно останутся на том же месте. Имеет смысл сделать специальные упражнения для зоны глаз и таким образом исправить эту ситуацию. То есть чтобы лицо соответствовало вашему актуальному состоянию. Конечно, если вы полностью восстановились после этого. У меня был, сразу скажу, у меня был опыт обесценивания в моем прошлом браке. И я себе поднимала углы глаз с помощью упражнений. И мне удалось достичь в этом успеха. Вы тоже сможете. Смотрите, делаем упражнение. Все очень просто. Берем рукой, закрываем одну бровь и наполовину вторую. Поставили. Раз, видите, у меня мизинчик, подушка мизинчика лежит на твердой части брови. Раз, теперь вы делаете углом левой брови 15 подъемов вверх-вниз. Вот так вот. Раз, два, три, 4, 5. Смотрите, видите, поднимается вот эта часть глаза. Она поднимается. Она поднимается. Если вы будете делать это упражнение утром и вечером по 30 раз на каждый угол, поверьте, через 2-3 месяца, ну в течение максимум полгода, углы ваших глаз поднимутся вверх. Делаем паузу и делаем то же самое на правую сторону. Раз. Здесь у меня не дорисована бровь, поэтому не видно. 2. Вот так вот. 3. 4. 5. И так до 15. 15. 15. Пауза. 15. 15 подъемов. Понятно? Очень все просто. Главное делать. Здесь очень важно проявить системность и дисциплину. А также у меня есть 5 уроков для зоны глаз, для того, чтобы укрепить круговую мышцу глаз. Первый урок находится вот здесь, остальные вы посмотрите просто по ленте. Они там, понятно, выделены. Пожалуйста, вы можете тоже взять этот комплекс, он очень классный. Далее. Носогубные складки. Это вообще самое триггерное место и самое болезненное для многих. С точки зрения физиогномики, жесткие носогубные складки появляются от того, что вы очень тяжело, очень нервно, очень стрессово вкалываете, работаете, отдавая очень много энергии, отдавая очень много ресурсов и усилий в режиме hard, понимаете, в режиме hard. То есть пашете довольно в сложных условиях, в стрессовых условиях и пашете много. Даже если вы перестали пахать, носогубки упадут, естественно, или перешли в режим light, складки вот здесь останутся и будут жесткими. Смотрите, что мы делаем. Очень-очень все просто. Мы приоткрываем рот, ставим пальчики перпендикулярно вертикали носа, вот так вот. Вот. Прижимаем их хорошо, вдох, делаем вдох. И на выдохе поднимаем верхнюю губу вверх. Это отлично разгружает вот эту часть и усиливает вот эту часть. Смотрите, вот так это выглядит. Делайте так 30 раз. Только всего 30 раз. Каждый день на протяжении 3-4 месяца до 6 тоже достаточно будет где-то. Вы поймете по результату, когда вот эта зона у вас начнет разгружаться. Потому что проблемы не в возрасте, проблема в том, что здесь есть спазмы. А когда вы прикладываете очень много усилий, эта зона заходит в состояние спазмов. Мышцы укорачиваются, и они ослабевают. И их надо усилить, их надо потренировать. Понимаете, что я хочу сказать? Следующее упражнение. Втянутые губы. Иногда наши губы вот такие. Знаете, почему втягиваются губы? Причина того, что мы прячем губы, что такое губы? Губы – это орган восприятия, орган интуитивного восприятия. На губах находится огромное количество тактильных рецепторов, которыми мы чувствуем ситуацию. И если мы систематически каждый день, длительное время находимся
в условиях, которые нам неприятны, которые нам болезненны, которые мы не хотим чувствовать, не хотим воспринимать, наши губы уходят внутрь, заворачиваются. Я видела на разборах лиц физиогномических, я видела массу таких случаев. Поэтому из этого состояния можно выйти. Это одно из упражнений. То есть целый комплекс упражнений для губ, но я вам покажу сегодня одно, начните его делать. Оно простое, но оно эффективное. Оно вернет вам цвет для губ, оно вернет вам объем со временем. Зафиксировали углы губ, а зубы немножечко разомкнули. Вам надо втягивать губы внутрь и выбрасывать их наружу. Втягивать и выбрасывать. Втягивать вы их должны по контуру, выбрасывать естественным таким движением. Угу. 30 раз, один раз в день. Вот один подход 30 раз, и вы свои губы просто не узнаете со временем. Ой, у меня клиентки такие классные получали результаты от этого упражнения только. Вот здесь есть видео, оно очень старое, но оно классное. Послушайте историю этой женщины, вам понравится. Так, и последнее, это гусиная шея. Это трешняк для шея, это тоже один из самых... Во-первых, ее никуда не спрячешь, ну, конечно, если на улице не холодно, вы не замотаны шарфами, и вот эти вот все складки, это все видно. А когда шея не тренированная, у вас там не было там 30 лет йоги за плечами или какой-нибудь бодибилдинг, что-нибудь такое, шея, естественно, возраст выдает, к сожалению. Физиогномического объяснения здесь не будет. Ну, будет одно из упражнений, которое поможет вам немножко разгрузить шею и улучшить ситуацию. Оно очень простое. Вы просто поворачиваете, садитесь ровно, то есть у вас должна быть вертикаль такая, земля-небо, да. Вы поворачиваете голову и начинаете двигать нижней челюстью вперед, назад, да. Видите? Вперед, назад, вперед, назад, вперед, назад. 30 раз над одним плечом повернулись и вперед, назад, вперед, назад, бодренько, не зависайте на этом упражнении, над другим плечом. Потом вы делаете вот такой круговорот головы. И, кстати, у меня есть классное упражнение, называется голова кобры. Вот здесь, посмотрите, пожалуйста. Тоже его изучите. Вот я его сегодня показывать не буду, тоже его изучите. Потому что сегодня вот мы с вами сделали буквально несколько первых шагов на пути к тому, чтобы ваше лицо начало приобретать более молодой и более свежий вид. Но на самом деле этих упражнений немного недостаточно, потому что я бы сказала, что это упражнения общие, они функциональны, но мы все с вами очень разные. И у нас с вами очень разная ситуация, точно так же, как у всех разный жизненный опыт. Кто-то ко мне приходит с жесткими носогубками, кто-то приходит, да, с проблемами, с обвисшими бульдожьими щечками, кто-то приходит с проблемами с лбом и бровями. Да, вот. Поэтому гораздо лучше и эффективнее, чтобы вы не тратили свое время попусту, эти драгоценные минуты вашей жизни. Самое лучшее – это будет прийти ко мне в индивидуальную работу, записаться на консультацию, мы с вами сделаем диагностику состояния мышц лица. Это до того, как мы начнем заниматься, до того, как мы начнем с вами курс. Сделаем диагностику состояния мышц вашего лица на данный момент. Я как физиогномист посмотрю, что у вас происходит с изменениями на лице, и послушаю ваши пожелания, и под каждую из вас составлю индивидуальный курс упражнений. Потому что для одних нужно одно, для других нужно другое. И я как тренер, сопровождающий тренер, координирующий тренер, правильно выставлю вам руки, чтобы у вас была стопроцентная уверенность, что вы делаете все правильно. И что упражнения не ухудшат, не усугубят ситуацию на вашем лице, а улучшат. И ваше лицо начнет действительно выглядеть гораздо моложе, чем ситуация на сейчас. Поэтому все, что вам нужно сделать, это найти меня в Инстаграме. В описании профиля есть ссылка на мой Инстаграм. Пожалуйста, Лиза Фейскот, вы заходите, пишите мне в личку, я отвечаю, и мы с вами общаемся на эту тему. Я вас поздравляю. На сегодня все. Будьте красивы. И обязательно сделайте весь этот комплекс упражнений, который мы сделали сегодня. Пока!